Сегодня в видео ты найдешь десятку интересных, забавных и просто крутых игр для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если смотришь с телефона. Посмотрим, сколько нас. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а перед началом ролика. В последнее время я стал проводить очень много времени за телефоном, но чтобы проводить его гораздо веселее, я стал искать себе новую и интересную игру. Я наткнулся на онлайн-РП, в котором можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод, который дает 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль, он же гелик. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. В настройках выбрать свой игровой ник в формате имя-фамилия, а после выбрать один из доступных серверов. Как вы понимаете, теперь играть в GTA можно даже на своем мобильном телефоне, поэтому скорее заходи на второй сервер, Флорида, и не забывай вводить мой промокод. Это прикольная игра с консольной графикой и сумасшедшим беспределом. Основной упор — это дерби, где мы сможем столкнуться не только с ботами, но и с реальными игроками. Особенностью игры стала довольно интересная физика повреждений, которая позволит нашей машине оставаться постоянно в смятку, а противники будут врезаться в нас, создавая хаос на трассе. Иногда один из водителей может даже перевернуться, блокируя дорогу другим. Прокачка авто между гонками — это еще одна из приятных особенностей. Она добавляет элемент стратегии, позволяет настраивать свои тачки под свой стиль вождения. Но, конечно же, одним из основных плюсов является наличие в игре культовых «Жигулей», что придает забавный колорит. Итак, 32 автомобиля, 8 игровых режимов, 5 уровней сложности и разнообразные задания. Все это делает игрушку довольно прикольной. Пока игрушка доступна только на Apple девайсах, но остается надеяться на скорое появление на Android. А для яблочных девайсов советую поиграть. Это интересная игрушка с прикольной мультяшной графикой и режимом мультиплеера. Здесь тебе предстоит стать частью команды гусей, которые работают на корабле. Но что, если среди нас есть утка? Бум! А еще может случиться так, что утка — это ты. В зависимости от роли, тебе нужно будет вычислить в команде утку, да, на секундочку биваку, либо в роли утки уничтожить всех гусей. Сам же геймплей напоминает тот же старый добрый Among Us. Однако с совершенно другой предысторией, героями, локациями и довольно оригинальным оформлением. Работайте вместе со своими сокомандниками, выполняя разные задачи, чиня оборудование и применяя свою дедукцию, совместно расследуя дело о подставном гусе. А оказавшись уткой, нужно обхитрить остальных членов команды и уничтожить их по одному, не привлекая к себе внимания. Ты еще сможешь настроить своего перса и сделать его уникальным с помощью множества разных вещей. Также в игре есть голосовой чат, что добавляет ей большой плюс. Лайт, какой у тебя любимый супергерой? Брат, больше всех мне нравится Человек-паук. А какой твой любимый супергерой? Пиши в комментариях, будет интересно почитать. Это приятный симулятор про старенькие машинки и снова Жига, да-да, которая застоялась у нас в гараже. Она немного потрепанная, но мы способны дать этому зверьку вторую жизнь. Катайтесь по городу, выполняйте множество заданий, занимайтесь перевозкой, делая все, чтобы заработать как можно больше для починки и прокачки своей тачки. И да, в гараже можно будет заняться улучшением, поработать с двигателем, чтобы прибавить ей мощности, изменить внешность, а начать можно будет с покупки новеньких дисков или красивого руля. Кстати, руль будет у нас постоянно на виду, потому что можно будет поиграть от первого лица. Но стоит помнить, что у персонажа есть такие потребности, как и у тебя. Например, голод, жажда и сон. В целом прикольно, поэтому советую поиграть. Это экшон, который сделан по сериалу, где мы будем управлять самураем, который должен выжить среди зомби. При этом это могут быть обычные мобы, то есть обычные зомбари, так и большие боссы. А битвы будут проходить в формате Dark Souls. Нам доступно два класса, это лучник и мечник. Радует, что управление напоминает Devil May Cry. И кстати, о нем мы сегодня еще поговорим. На каждую миссию дается ограниченное время. Также здоровье не восстанавливается автоматически. Поэтому если зомби укусит, будет беда. И честно признаться, мне показалось,
оказались битвы даже тяжелыми. Но радует, что если даже противник замахивается, то при хорошем пинге можно увернуться от атаки. А сюжет будет показан в формате комиксов. Пока, к сожалению, английского языка даже нет, поэтому текст и озвучка на корейском. Про русский я вообще молчу. Но все вроде бы интуитивно понятно. Эпичная РПГшка в фэнтезийном мире. Перед началом игры мы сможем выбрать для себя одного из 5 доступных героев. Затем мы сразу же окажемся в мире и начнем выполнять сюжетные задания. По мере прохождения мы сможем прокачивать нашего перса, добавляя все более мощную экипировку и изучая довольно сложную ветку талантов. В мире есть множество подземелий и квестов, которые можно будет выполнить вместе с друзьями. Также каждый в команде сможет взять на себя определенную роль и слаженно сражаться вместе. Еще игра имеет кросс-платформенность, и ты сможешь поиграть как на ПК, так и на своей мобилке. К особенностям игры можно отнести проработанная система прокачки персонажа, возможность кастомизации и большой игровой мир. Это фанатский аналог крутого хоррора на нашей мобилке. Игра полна напряжения и ужасов. Нам предстоит исследовать мрачные локации космоса, искать металлолом и участвовать в жестоких схватках. То ли с демонами, то ли с инопланетянами. Сюжет игры даже пугающий, повествующий о мрачной и таинственной корпорации, связанной с множеством загадок и опасностей. И еще в ней можно будет поискать металлолом, но уже с друзьями. Поэтому советую поиграть. Игра, повествующая о конце света. Делай все, чтобы продержаться последние дни живым. Находи и кради ресурсы, сражайся с другими игроками, используй самое разное оружие, возводи свои защитные укрепления и целые базы. Чтобы максимально развиться в этих непростых условиях, ты сможешь жить волком-одиночкой или же объединиться с другими и выживать вместе. Ключевой способ для этого являются набеги. Чем нас больше, тем выше шанс выжить и поживиться вражескими ценностями. Тебя ждут огромные локации в виде заброшенного аэропорта, шахт, лесов и множество других мест. Полезные ресурсы здесь находятся так же часто, как и опасности. Игрушка очень похожа на тот же Rust, но только на нашей мобилке. Последний оплот людской надежды – это организация под названием Shadowgun, в рядах которых состоят смелые и сильные наемники, готовые подавить натиск пришельцев. Возьми контроль над таким охотником за головами и вступи в жестокий бой с врагами в виде разных монстров, киборгов и гигантских роботов. Боевые действия будут проходить на 4 планетах, общей длительностью 200 уникальных миссий. При этом игра дарит возможность развить своего героя и предлагает большое количество всевозможного оружия. Более того, ты можешь крафтить все это и собирать свой идеальный бронекостюм из разных частей. И вообще это отличная игра с интригующим сюжетом, шикарной графикой, системой гильдии и неплохим мультиплеером. Лайт, а ты любишь пиццу? Да, я даже прямо сейчас кушаю пиццу. Ставь лайк, если тоже любишь пиццу. Как я и обещал, это порт легендарной игрушки, выпущенный еще в 2001 году для плойки 2. Здесь нам предстоит сыграть в роли Данте, который является всего лишь наполовину человеком. Кстати, релиз был буквально на днях. Геймплей состоит в том, что нам нужно будет пройти несколько эпизодов, где на каждом этапе понадобится выполнять самые разные задания. Конечно же, в основном предстоит сражаться с самыми необычными видами монстров и демонов. Во время битвы мы сможем использовать оружие как ближнего, так и дальнего боя, что позволит создавать самые разные комбинации. Герой имеет уникальную способность превращаться на время в демона, от чего у него заметно возрастает скорость, сила и может восстановить собственное здоровье. По мере прохождения ты сможешь пополнить арсенал новыми видами вооружений или изучить новые приемы, что также увеличит твой урон. К особенностям игры можно отнести атмосферная графика, большое количество видов оружия и возможность поиграть за самых разных персонажей из вселенной Devil May Cry. Это крутецкий шутер, где мы играем за Айзека Кларка, посланного на космическую станцию для уничтожения кишащих там монстров. Пробирайтесь по заброшенной космической платформе в поисках новых монстров. В игре присутствует несколько видов оружия, часть из которых является инструментами. Также, на удивление, можно сражаться в рукопашную. А мобильная версия полностью сохранила атмосферу старшего брата с ПК. Нам также придется пробираться через темный коридор, летать в невесомости. К сожалению, игрушка сейчас работает только на старых версиях Android, поэтому если у тебя такая, то бегом качать.
Ну а это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Здесь вас ждут захватывающие командные сражения на разных локациях и популярный режим «Королевская битва». Раньше была бетка, но сейчас она должна выйти уже полноценно, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также пиши интересный комментарий, чтобы попасть в следующее видео. Смотри вот эти крутые топы, и всем пока-пока!